Комиксы. Печатные, электронные. О вселенной комиксов мало что известно. С самого начала своего существования человечество жаждет найти ответы. Нужен герой, который поможет людям разобраться в великом множестве вопросов. Я готова прийти на помощь. Все, что мне нужно, это ответ всего лишь на один вопросик. Да. Да, ну, конечно, увидимся. Да, конечно, вечером. Роман Игоревич, один вопросик! Давай, пока тут опять это... Ну... У меня есть один вопросик. Зачем нам альтернативные обложки? Короче, на самом деле альтернативные обложки — это очень давняя история. Вообще, в первый раз они появились в 1986 году в Америке, когда впервые художник Джон Бирн нарисовал к комиксу «Человек из стали» две разные обложки с Суперменом и с логотипом Супермена. Но настоящий бум альтернативных обложек был в Америке в 90-е, потому что западные маркетологи смекнули, что это продает, что есть коллекционеры, которые собирают вообще все и все варианты на свете. И в 90-е запустили гигантское количество вариантов обложек, каких там только не было. Там были соединяющиеся обложки, там были фольгированные обложки, там были голографически переливающиеся обложки. В общем, каких только обложек, на самом деле, они не сделали. Например, комикс, который является самым продаваемым комиксом в мире в книге рекордов Гиннесса, это Люди Икс номер 1 Джима Ли и Криса Клэрмонта, имел 5 альтернативных обложек. И каждая из них стала тогда раритетом и помогла ему так хорошо продаться. В истории издательства Bubble альтернативные обложки появились вообще далеко не сразу. Первыми самыми альтернативными обложками Bubble были обложки 28-х выпусков «Первого дыхания» Собоя, Инок, Майора Грома и Красной Фурии. И попросили нас их сделать издательства и магазины комиксов. Почему 28-е? Есть такой замечательный питерский магазин 28-й, и именно ребята придумали к 28-м выпускам сделать альтернативные обложки, первые альтернативные обложки наших синглов. Их поддержали другие издательства, Чук и Гик в том числе, и таким образом появились первые альтернативные синглы Bubble. На самом деле альтернативные обложки часто являются заказом, то есть мы делаем их для чего-то, например, для сети Озон или для магазинов комиксов. У нас есть специальное предложение для магазинов, продавцов, для тех, кто хочет себе уникальное издание только для своей аудитории. И это абсолютно мировая практика, так это и работает. То есть много магазинов заказывают себе, собственно, уникальный товар, чтобы порадовать своих только покупателей, расширить ассортимент и так далее. Ни в коем случае не надо путать понятие альтернативная обложка и эксклюзивная обложка. Альтернативная обложка — это просто другая картинка. Другая картинка может быть создана, опять же, для магазина, она может иметь самое широкое распространение, может быть просто два варианта обложки, одинаково разбитые по тиражу. Эксклюзив — это уже немножко другое. Это либо приурочено к мероприятию, либо относится к какому-то магазину, который ее заказал, или что-то такое. Эксклюзивные обложки гораздо раритетнее, и их собирают коллекционеры, поскольку они печатаются от 100 штук и иногда даже меньше. Надо понимать, что альтернативные обложки в первую очередь создаются из-за востребованности серии. То есть, если какая-то серия популярна и магазины хотят ее заказывать, то они очень хотят заказать и альтернативную обложку к ней. Поэтому у одних серий больше альтернативных обложек, у других серий чуть меньше. Это зависит в первую очередь от востребованности серии, которую считают наша замечательная бухгалтерия и отдел продаж. Все в балансе. Рекордсменами издательства Bubble по количеству альтернативных обложек являются комиксы «Зигги и Шмык уничтожают вселенную Bubble». Все вот эти прекрасные обложки от самых разных авторов и для разных сетей. И комикс «Майор Гром. Герой навсегда», где для каждой истории мы создали уникальную альтернативную обложку. Изначально комиксы во многом были рынком для коллекционеров, поэтому получилось урвать альтернативную обложку, молодец, стал коллекционером, ты крутой. Если не получилось, увы, не надо расстраиваться, можно ее достать где-то, наверное, на вторичном рынке, но в любом случае альтернативные обложки мы стараемся не перевыпускать, никогда не допечатывать. А какая у вас самая любимая альтернативная обложка? Да я все люблю. Пишите в комментариях, какие у вас любимые альтернативные обложки, и делитесь, какие редкости есть в вашей коллекции. А я вернусь в следующий раз с новыми вопросиками. Может, нет?